Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то свершилось, и мне в руки попали наконец-то кроссовки серии Nitro. Это моделька Velocity, одни из лучших кроссовок для бега, которые есть сейчас у Puma. Поэтому давайте с ними познакомимся. Лук подобрали соответствующий. Стоп. Так-то лучше. Погнали. Поставляются они в вот такой вот коробочке красной, в которой я успешно сумел содрать наклейку. Это не только обзор, а также отзыв. Спустя 2 месяца про эти кроссовки, в них бегали, много ходили, и есть что про них рассказать. Перед началом попрошу тебя, подпишись на канал, ставь лайк, дизлайк, задавай вопросы в комментариях, с радостью буду на них отвечать. По самим же кроссовочкам, они коллекции весна-лето 2021 года, относительно свежие. Сейчас уже стартует продажа более новой серии Nitro. Что же касается этой серии, то это кроссовки, пожалуй, самые сбалансированные из 4 моделей. Есть самая прокачанная, это Deviate, там идет пластина углеродистая. Далее идут Liberate, это скоростные, более легкие, это меньший слой промежуточной подошвы. А также Eternity, они с более, скажем так, усиленной поддержкой для тех, у кого есть проблемы с постановкой стопы. То есть она заваливается вовнутрь или наружу. Эти же 3 модели, которые я назвал, они получаются для нейтральной пронации, когда у человека все хорошо с ногами. Им не требуется дополнительная поддержка. Модель разрабатывалась именно как беговая, причем, вот как я сказал, это самая сбалансированная, она подходит для бега, начиная там до 5, а также и до, можно сказать, самого марафона. Да, здесь не самая толстая подошва, они будут проигрывать тем же Deviate, но по факту их тоже будет более чем достаточно. Изначальная у них цена, можно сказать, тоже самая сбалансированная. Они не такие высокие и имеют, на мой взгляд, очень даже большой ряд преимуществ по сравнению с остальными модельками. На старте продаж их цена была именно с налогами в наших странах, это около $180. Сейчас же ценник опустился, так как коллекция уже проходящая, и цена $80. Вот за $80 сейчас это вот просто огонь. Если же вы хотите самые новые, самые крутые, тогда you're welcome, платите почти 200. Теперь же, что примечательного для этой серии? Это то, что по сути у Puma до этого была серия Speed, это 600, 300, там изначально был Ignite, вот Dual, который я снимал на него обзор, это получается уже 3-летней давности кроссовки. Также Profoam Light, это пены, которые уступают, скажем так, по сравнению с пеной Nitro. Nitro более мягкая, более упругая, и она имеет меньший вес. И за счет этого как бы Puma шагнула на более высокую ступень благодаря серии Nitro. Теперь же, как ее делают? В целом берется заготовка, в нее впрыскивают азот, таким образом она, получается, увеличивается в размерах, и с нее уже формируют окончательную форму. Вот такой вот дизайн, разнообразные линии, вот все, что мы видим в конечном продукте. Также здесь используется улучшенная колодка, которая позволяет сильнее и лучше зафиксировать стопу. Вес у размера UK8, то бишь 42, это 257 грамм. Довольно хороший показатель, так как они довольно легкие, и несмотря на то, что это размер в данном случае 44, они как будто легче моих игнайтов на 42 размере. Там прям подошва тянет к низу. По материалам начнем с верха. Верх здесь выполнен из такой мягкой сетки, которая довольно прочная, напоминает на ощупь текстиль, но что-то между тряпичным материалом и какой-то леской. Она укрупненная в определенных местах, чтобы лучше пропускать воздух. Имеет даже по-своему разнообразный рисунок в виде треугольников, линий. Но кроме этого здесь есть еще второй слой подносочек. Он сделан из эластичного блестящего текстиля, который продувается, но если прям на очень жаркую погоду, то, конечно же, они будут уступать модельке Liberate, там вообще в один слой сделано, но в то же время в данном случае они будут более прочные и ноские.
Вентиляции по сравнению с спидами 600, особенно предыдущими, будет гораздо больше, но при этом не надейтесь на то, что это будет прям что-то сверхъестественное. Язычок также имеет очень такую крупную сетку, но имеет слой, причем обрамлен по краям текстилем, очень мягким, хорошо облегает ногу при шнуровке. Имеются прорезиненные вставки, в которые проходят шнурки, они идут аж до самого воротника. Рефлектив здесь идет со всех сторон, вас будет видно, то есть на беговом треке, на кошке, на заднике. Все это будет просматриваться, кроме того, что они, конечно же, еще и имеют очень яркий цвет. Это размер 44, подходит на ногу длиной 28,5 сантиметров. Наполненность средняя, пятка заходит довольно глубоко. Телечка с надписью Run. Довольно тонкая, особой амортизации не дает. Скорее всего, просто для комфорта. Основная стелька. Все прошито аккуратно. Если пальцем продавливать, амортизация чувствуется. Стелька имеет небольшую супинацию также. Странная наклеечка 47, не знаю, что она значит. По вентиляции все же, воздух проходит, но опять же таки где-то на процентов 50. Шнурки плоские, обычные. У них также читается Run. Теперь переходим к подошве. Как я уже сказал, это пена Nitro. Она на 50% легче, чем обычная Evo, и на 35% легче, чем Profoam Light от Puma, которая использовалась в серии Speed. Имеется пластиковая вставка для дополнительной стабилизации, наверное, для того, чтобы действительно фиксировалась и нога не заваливалась в разные стороны, потому что в пятке это будет ощутимо очень сильно, особенно при приземлении. Для меня интересен тот факт, почему же только в одну модель из 4, и в нашем случае, добавлена пена Profoam Light. Да, она тоже крутая, мягкая, хорошо прожимается, но Nitro она все же проигрывает. И если учесть тот факт, что в остальных моделях идет именно основная пена Nitro, то зачем же добавили сюда эту пену? Для меня остается загадкой. Но они все равно очень мягкие, на ногах это очень сильно ощущается. Мягкость прям, вообще супер. Лично для меня ее более чем достаточно. И причем для бега как на короткие дистанции, так и на дальники можно использовать. Ходить при повседневной носке в них тоже будет очень комфортно, поэтому все же, несмотря на то, что она добавлена здесь, она никак не повлияла на ухудшение, скажем так, каких-то свойств в этих кроссовках. Далее идет подметка, которая здесь, кстати, довольно много. Она здесь довольно толстая, но при этом она гораздо легче, чем тот же Evertrack Plus. Она более износостойкая, а также она получается гораздо более цепкая на разных поверхностях. Причем на мокрой поверхности там разница почти в 40% с обычным Evertrack'ом. Рисунок елочки, здесь идут треугольники разнонаправленные. Причем они не скрипят на разных поверхностях, это тоже большой плюс. И даже если припадают пылью, то все равно остаются довольно цепкие. Ресурс таких кроссовок по заявлению производителя составляет 800 километров. Причем у всех моделей, кроме серии Liberate, которые идут как скоростные, там более тонкая подметка, более тонкий слой пены, особенно для любителей бегунов, которые не любят слишком толстую промежуточную подошву. И таким образом там указывается, что у них ресурс именно 500 километров. Как на самом деле, не знаю, тут это будет, наверное, нереально замерить такие расстояния. Даже если хоть ходить, хоть бегать, это тем более, возможно, это заявлено как бег, то есть при ходьбе они должны еще дольше прослужить. Но опять же, я не сильно переживаю за промежуточную подошву, как за верх. Хотя за 2 месяца с ними пока что не произошло ничего такого страшного. Здесь можно нащупать то, что палец ничего здесь не повредил. Единственное, что именно спереди ощущается, что немножко как бы отошло текстильное соединение от верха сетки. То есть немножко имеется зажибринка. На правом, на левом
Ну, на левом тоже немного чувствуется, это, наверное, просто особенности самого материала. За это время немножко они испачкались, это вот очень сложно отмыть, несмотря на то, что это все же более такой практичный цвет. Про белый я тогда вообще боюсь что-либо сказать, но тем не менее, конечно же, они пачкаются, как и любой светлый материал. И немного здесь пострадали кошки, то есть рефлектив, понятно, это самое подверженное к стиранию и трещинкам место, то есть на носке это видно, на форм-стрипе тоже имеются такие вот белесые пятна. Особенно сильно пострадал внешний, видать, где-то человек зацепился, и рефлектив вообще прям слетел. Далее по пене, вот из-за того, что она очень мягкая, видны, конечно же, заломы, различные полосы. Эксплуатация это никак не сказывается в целом, она выполняет свою функцию, как и выполняла, но тем не менее визуально уже видно, что кроссовки как бы поношенные. Это на большинстве пен видно, поэтому не запишем это минус, но нужно учитывать этот факт. Про Foam Light то же самое, здесь даже, на мой взгляд, еще более глубокие, их меньше, но они более глубокие идут. В остальном же все отлично, даже нанесенные буквы на внутреннюю часть держатся хорошо. На левом они вообще почти не убились. Так что кроссовки довольно носки. Также отнесем к плюсу внутреннюю подкладку в районе пятки, особенно у тех, у кого проблемная пятка. Здесь они будут более долговечные. Здесь идет, получается, более, как я уже говорил, блестящий текстиль, который лучше сохраняет свои свойства по прочности и получается, не протирается спустя время. Но стоит учесть тот факт, что у них могут чуть-чуть сильнее потеть ноги по сравнению вот с обычными подкладками, которые менее износостойкие. К которым можно отнести модельки FAS, также Ignite ранние и вот в таком вот исполнении красные мои. Видно, что дизайн в целом прослеживается.